Рада приветствовать на своем канале. Я Светлана. Мой сад находится в Киевской области, Бучанский район, Украина. Сад молодой, ему всего 3 года. И этот сезон его 4-й. Сегодня приглашаю прогуляться по моему майскому саду. Увидеть и узнать, как выглядят цветущие древовидный пион рока, азалии, рододендроны, дерен кауза сатоми, полюбоваться садом в начале садового сезона, который мы все так ждали. Видео по моим весенним хвойным я делала раньше, и его можно посмотреть отдельно. Немножко покажу хвойных. Ссылки на видео растений, которые буду упоминать, прикреплю в описании к видео. Можно быстро посмотреть понравившиеся. Идемте. Май, наверное, самый лучший месяц года. Мы еще не привыкли к буйному цветению сада, и поэтому радуемся каждому первому бутону и цветку. У меня начали раскрываться ирисы. Полюбила этот цветок, раньше была к ним абсолютно равнодушна. Посмотрела недавно видео, как скрещивать бородатые ирисы и выводить абсолютно новые сорта, и решила, надо обязательно этим заняться. Когда полностью бутоны ирисов раскроются, буду проводить свои эксперименты, опылять и семенами рассаживать новые бородатые ирисы. Интересно, из этого что-то получится? А это мой древовидный пион рока Full of Pink Flower. Покупала его 3 года назад на местном рынке у бабули. Цветет всего 2-й раз. В прошлом году было 4 цветка, но по размеру 18-20 сантиметров. В этом сезоне цветов больше, почти 15. Почти, потому что сбивалась со счета постоянно, но они более мелкие. Пионы рока — это в середине темные, у основания лепестка темные пятна. Сейчас куст у меня примерно 1,20 на 1,20 м. Мы его с вами удобряли как раз весной, есть видео. Сорт определила сама. У кого он есть, поделитесь, права я или нет. Уже высадила в сад все свои петунии. В этом году я выбрала только 2 цвета. Цвет бургундии и белый. Да у меня в саду почти все в этом году в таких цветах. Это азалия новая. В этом году посадила. Дружит с садовой гвоздикой. И новый рододендрон. Silver Lady. Очень красиво в саду. Утром, когда просыпаешься, сразу бежишь смотреть, что же распустилось. Отцвел уже, пока мы с вами не виделись, дерен кауза сатоми. Сделаю отдельное видео про него. Очень красиво именно сейчас, в конце мая, выглядят хосты. Их у меня много. Почти 25 сортов, если я не ошибаюсь. У них очень сочная листва, и игра капель воды просто завораживает, когда их поливаешь. Люблю хосты. Удивительно то, что покупала я всего сортов 5 хост, а все остальные, только не смейтесь, я нашла. Расскажу эту историю, когда обзор своей теневой клумбы с хостами буду делать. Очень красиво они с садовой гвоздикой. Возьмите на заметку себе такую композицию. Садовая гвоздика совершенно неприхотливое растение и рассажена у меня уже по всему саду. Я рассказывала. Она есть разных цветов, есть белая. Белый к любому цвету подходит, поэтому я выбрала. И белый цвет мой любимый. Есть розовая, сиреневая. Выбирайте, какую хотите. Она очень легко делится. И сад украшает и зимой, и летом. Даже зимой под снегом голубоватые листики видны. Смотрите, какие хосты красивые.
Сортов большинство я не знаю, потому что, как я сказала, я эти хосты нашла. Пестрые листья. Рядом посажено у одного середина желтая, кайма зеленая, а у этой наоборот. Так случайно получилось по сочетанию. Я люблю хосты вообще-то большие. Наверное, себе еще крупных сортов каких-то поищу и досажу. Они растут у меня впереди рододендронов понад бордюром. Люблю их поливать, как я сказала. Они такие блестящие, как новые, и отвечают тебе взаимностью, красотой своей. А это пузыреплодник. У меня есть видео, готовится к цветению, видите? Цветочки скоро будут. У меня есть видео, как я его формировала в форме зонта. Из одной веточки, представьте, сделала такой большой шикарный зонт, почти 2 метра. Ну вот хожу с ножницами по двору, смотрю, поросль пошла. Надо обрезать. Ствол, закрученная кора. Это все нормально. Это так отслаивается прошлогодняя старая кора на пузыреплоднике. Красивые барбарисы. Цветом наливаются, набираются от солнышка. Вот-вот молодые приросты пойдут в высоту, распушаться. Пчелки летают. Цвели барбарисы, очень много пчел. Прямо гул стоял. Так карагана Уокера. Декоративная акация, кто не знает. Цветет красиво желтеньким. А это наш Кауза-Сатоми, когда только начинал цветение. Я в середине месяца начала снимать части видео. Листиков еще нету, а цветы уже есть. На самом деле это не цветы, это прилистники у него. Смотрите, каждый лепесток как кисточка разрисован. Прямо каждая полосочка прорисована. Очень долго, кстати, цвел. Кто решит посадить себе это дерево, учтите, что он весь май цвел. В конце апреля зацвел, и весь май вот такой розовый украшал мне входную зону. А по центру, видите, это ягодки будут. Написано, что съедобные. Я не пробовала. Посмотрю. Сейчас уже эти прилистники засохли, и молодая листва появилась. Кстати, от клеща его надо обрабатывать тоже. Клещ кончики листьев погрыз мне уже. Вот так выглядела хупси, когда шишки только-только раскрылись, такие нежные. Я первый раз вообще видела у хупси шишки. Видео про хвойные растения я там тоже немножко показывала. А сейчас покажу, как эти шишки выглядят сейчас. Прямо сегодня. Уже такие тверденькие, не такие нежные, розовые. Немножко опустились, тяжелые стали. А на хупсе уже приросты. Почти 12 сантиметров приросты на хупсе уже появились. Вот она, карагана Уокера. Она у меня посажена только в прошлом сезоне осенью, поэтому еще не сильно распушилась, наросла. Будет такой же красавицей, как вот эта лиственница Стив Випер. Приросты молодые на ней пошли. Пушистая. Мне написали, некрасиво ветка торчит. Так может быть в этом ее и шарм, в непричесанности, в красоте, в такой неряшливой. Пострадала моя глаука глобоза. Помните, я вам рассказывала, часть молодых приростов обмерзла. Но уже все хорошо. Пионы вот-вот у нас уже как зацветут. Все такое зеленое. Мы временные опоры сделали и клематисом, и розом. Деревянные и арматуру я
прикрепила туда по всему саду. Вон она, видите, со всех сторон. А это пихта корейская, одноцветная. У нее очень длинные хвоинки. Смотрите, рука и какие иголочки длинные. И тоже часть приростов у нее обмерзла, но не критично. Сейчас уже все хорошо. Вот это аллейка, где наша акракона. Тоже садовая гвоздика посажена. Казацкий можжевельник формирую в форме листьев. А вот эта белая пена, это ясколка. Обычная ясколка. Получается, посажена ярусами. Вначале садовая гвоздика, потом зеленые можжевельники, смарагды, потом закрывают ноги древовидным гортензием, пена из белой ясколки. Я ее посадила по всему саду, так же, как и гвоздику. Все нелицеприятные места ей заняла. А вот так выглядят мои розы. Все на бутонах. Я их, правда, сделала нехорошее такое дело. Развела или раствор неправильно, концентрацию, или он для роз вообще не подходил. От клеща очень удобряла активно. И у меня самые первые листики просто пожглись. Какой говорить не буду, потому что это не антиреклама. Может быть, я была не права, но сейчас уже все листья поотрастали на бутонах. Все хорошо. Смотрите, листва у разных сортов абсолютно разная. Там салатовая, там бордовая, плетистые розы. Парфюм Рояль. Моя, наверное, одна из любимых. Хотя 10 сортов я еще своих не видела цветения. Может, любимки и там появятся. Айсберг роза. Так и манит кресло. Света, сядь, отдохни, покачайся. Куда там? Света ходит, проверяет, все ли в саду хорошо. Роза Шнеевальцер. Смотрите, листья. Я руку приложила, лист с полладони. Должны быть огромные цветы. Надо не забыть обработать от трипсов. Гирлянд Амур. Много-много мелких бутонов. Смотрите, будет тоже как волшебная пена белая. А я хожу с ножницами и разглядываю, ищу слепые побеги. Не знаю, как у кого, напишите в комментариях. У меня в этом году просто их невероятное множество. Есть кусты, у которых сохранились 1 или 2 бутона, а все остальное слепые побеги. Но, видимо, из-за весны такой неординарной. Пионы. Смотрите, на заднем плане какой-то один пион, сорт, я не знаю, когда распустится, буду искать. У него 1,49 м высота, и это еще без цветка. В прошлом году он почему-то такой не был. Все 1,20 м, а он выстрелил мне. Горизонтальный можжевельник. Джейд Ривер, по-моему. Распушился. Он закрывает землю. Я мульчирую тут и решила закрыть перед пионами, перед гортензиями. И в ногах будет унидиформисов, чтобы была закрыта земля. Ну, а это наши рододендроны. Я вообще не знаю, как этот цветущий кустарник можно не любить. У меня один за другим они цветение начинали и заканчивали. Это Перси Вайсман, а перед этим Сильвер Леди была. Посаженные в 2 местах теневых в саду, и я не могла не налюбоваться. Розовым элеганс. Мне тут помогал обзоры снимать шмель. Какой не начинаю рододендрон снимать обзор, появляется шмель. И я быстрее переключаю камеру в замедленный режим и гоняюсь за ним.
Сколько было обзоров, столько раз шмель в кадре. Сейчас он появится там. Смотрите в каплях дождя, как красиво цветы рододендронов. Обязательно посадите в свой сад, если вам позволяет климатическая зона. Вот он, красавчик наш. Видимо, ждет, когда я выхожу снимать, он сразу прилетает. Такой толстенький. Красивые оттенки цветов. Вот это еще Silver Lady. Когда распускаются темно-розовые цветы, как зефирного цвета такого. Невероятное буйство. Пена, прямо пена цветов. Цветут рододендроны не очень долго, дней 10. Если сильно жарко, может быть неделю. Ну, у нас не сильно было жарко. Одни опадают, другие расцветают. Вот и шмель на другом рододендроне, так ватыбинский. Большинство рододендронов без запаха. Но появились новые сорта. Ну, не знаю, я не нюхала рододендроны, когда я была в питомнике, они еще не цвели, те сорта. Посмотрю, может быть, на следующий год ароматные какие-то выберу. А это рододендрон Германия. Он посажен у нас возле веранды прямо. И утром так красиво, когда чай или кофе пьешь. А это азалия. Вот-вот взорвется цветом. Кстати, сегодня утром я еще к азалии не подходила. Может, она уже и расцвела. Много как цветов. Азалии ароматные, но листопадные. Любят солнышко, в отличие от рододендронов. И у них очень красивая осенью темно-бордовая листва. Ну, а это наши пионы. В Японии существует традиция любования цветами. Она называется ханами. Не определенно какими-то сакурой, не сакурой, просто любование цветами. Я думаю, вам сегодня видео понравилось. Так много цветов расцвело. Ждем цветения пионов и роз. До новых встреч в моем саду.